Здесь квартиры стоят до полумиллиарда рублей. Здесь живут те, чьи имена обычно не называют. Но самое интересное, почти каждый дом на этой улице несколько раз менял хозяев и эпохи, но всегда оставался при власти. Сегодня я показываю настоящую Поварскую, которая пережила все и всех. Погнали! Название улицы идет еще с 16 века. Здесь жили царские повара, и с тех пор улица всегда была при власти. Первый дом, который сразу ломает представление об этой улице, это усадьба Митрофана Грачева. Кстати, наверху там его вензель, посмотрите. Построена в начале 19 века, позже серьезно перестроена. И по Москве ходили слухи, что свое состояние он якобы выиграл в рулетку. Но главная легенда связана с другим его проектом. Он построил в своей загородной усадьбе копию казино Монте-Карло. Представьте уровень азарта человека. Ему мало было играть, он хотел, наверное, знаете, владеть самим символом риска. После революции здесь был лазарет, затем немецкое посольство, а сегодня посольство Норвегии. И это только начало. Дальше будет дом, который задумался как центр искусства, но превратился в коммунальный хаос, в котором, кстати, сейчас продаются квартиры за сотни миллионов рублей. Следом дом Елизаветы Дункер. Здесь бывали Цветаева, Мандельштам, Маяковский. Один адрес. Плот и такой слой культурной истории, который до сих пор ощущается в этих стенах. Вот этот дом посередине принадлежал Иосифу Кальмейеру, который в начале 20 века задумал его как дом искусства. Место, знаете, сбора художников, поэтов. Но после революции владельца расстреляли, дом национализировали и превратили в коммунальные квартиры. Представляете? Все интерьеры были уничтожены. Казалось бы, идея исчезла, но нет. В этих стенах десятилетиями работали театры, спектакли шли прямо в комнатах, кухнях, коридорах. Зрители в буквальном смысле ходили за актерами по квартире. Вы только вдумайтесь, какой контраст. В одной комнате бабушка варит суп, а за дверью в коридоре Ахмадуллина читает стихи Плисецкой. Это была, наверное, самая дорогая и странная коммуналка в мире. Сюда приходили Высоцкий, Окуджава, Плисецкая и даже Феллини. А Белла Ахмадуллина жила в мансарде. Давайте заглянем вовнутрь. А дальше большое здание – это Верховный суд. Раньше на этом месте была городская усадьба Блудова. Кстати, он владел крепостным театром. Современный корпус уже достроили в 1956 году. Как раз таки я к нему иду. Вот оно, современное здание 1956 года, пристройка. Я сейчас сверну налево в переулок и покажу вам дом военных. Это, знаете, еще один слой этой улицы. Вот буквально заворачиваем налево. И вот он, дом с колоннами, дом военных, так его называют. Здесь получали квартиры советские военачальники, участники гражданской войны, люди, служившие системе, которая потом многих из них же и уничтожила. Возвращаемся к Поварской. Ее часто называют Посольской. И действительно, на этой улице очень много дипломатических зданий. Российская академия музыки имени Гнесиных. Строительство начали в 1937 году, но это прервала война. И завершилось все в 1943 году. В одном из корпусов была квартира сестер Гнесиных. Вы послушайте, какие доносятся отсюда звуки. Сейчас ближе подойду еще, чтобы все это вы слышали. Также здесь сегодня находится мемориальный музей. Квартира. Я говорю, атмосфера, которую хочу вам передать, будет чуть-чуть, как говорится, поближе, поглубже надо зайти. Еще шумно что-то там прям стало. Слышите? Идет репетиция.
идет обучение. Девчонки, а это все академия? Это училище. А, это училище. Вот это сколько тут? 10 этажей, да? Все училище? Это все училище, 12 этажей. Ничего себе. А общежитие где-то есть рядом? Общежитие на другой. Понял, спасибо. А академия вот эта? То есть отучился в училище и пошел в академию? Все, понял. Спасибо. А вот это здание академии. Надеюсь, я передал вам атмосферу. Девчонки, мальчишки распеваются. Пойдемте еще посмотрим, кому там установлены скульптуры. Первый похож на Ломоносова. Ну, я сомневаюсь, конечно, что это он. Наверное, тот, кто связан с музыкой, должен быть. Однозначно. Ребят, напишите в комментариях, кто это. Потому что нет таблички. И кто стоит рядом. Ну и самое время поставить лайк, кто этого не сделал. Друзья, надеюсь, вы успели написать, кто это был. Я узнал. В парике это Бах, а рядом справа Рахманинов. Ну и движемся мы с вами дальше. А еще хоть Поварскую считают дорогой и богатой улицей, но здесь такая же есть небольшая разруха. То есть есть, как говорится, к чему стремиться. И что делать, что доделывать. Друзья, Поварская 52, дробь 55. Это усадьба князя Долгорукова. «1802 год», представляете? Кстати, многие до сих пор называют ее домом Ростовых из «Война и мира». Хотя это литературная легенда. Позже уже здесь жил Боде Калычев, это барон. Об этом напоминают вот те львы на фасаде с дворянскими символами. Знаете, где вы могли видеть этот дом? Это прогулка по Большой Никитской. Кто не посмотрел то видео, обязательно посмотрите. То есть я показывал этот дом с другой стороны. А вот так выглядит все внутри. Красиво, достойно. Ну а теперь, видите, это рестораны, кафе. Достаточно дорогое и пафосное место. И перед нами дом, где жил Сергей Михалков. Михалков — это, наверное, пожалуй, чемпион по выживанию и адаптации. Он не просто написал гимн трижды, он умел оставаться лояльным ко всем властям, которые правили страной при его жизни. При Сталине воспевал вождя. В гимне, помните, нас вырастил Сталин на верность народу. При Хрущеве и Брежневе спокойно переписал гимн, убрав Сталина и добавил партию и советский народ. Но при путинизме написал уже третий. Какой гибкий человек. Наверное, кто-то скажет приспособленец. Ну а историю про его брата Михаила, который, по его собственным же словам, служил в танковой дивизии СС Великая Германия, вы, скорее всего, знаете. Семья, которая может, знаете, быть нужными любой системе. Железная хватка и, скорее всего, феноменальное чутье. Ну а справа музей Петра Чайковского. Поварская 8. Ну а напротив Кудринская площадь и знаменитая высотка. Вот такая она, Поварская. Улица, где роскошь, власть, история постоянно меняли друг друга, но никуда не исчезали. И если хотите продолжение по переулкам этой улицы и скрытым деталям района, которые, кстати, многие не замечают, обязательно пишите в комментариях, прогуляемся. Все, всем пока.